Вот и рассвет. Мы в Гаване. Долго вчера добирались и еще дольше заселялись. Наш отель по программе оказался закрыт, и вот нас пристраивали и пристроили. Necesito de ti, si me voy, donde vaya, yo te llevo, no me dejes solo. Eso. Crema que lo vas a hacer más. Ола, камарадос, товарищи, мы на площади Революции. Самая главная площадь Кубы. Вот с этой трибуны выступал Фидель Кастро, памятник Хосе Мартинесу. Тут находятся все какие только возможны цивильные учреждения, театр. Здесь у нас вот эта картина Че Гевары, он работал вот в этом министерстве. Здесь у нас, это вовсе даже не Фидель Кастро, это Санфуэгас. Ну, тоже министерство какое-то. Министерство. А вот это вот высокое здание, это Министерство обороны. Короче говоря, площадь Революции. Считается самая знаменитая, самая продаваемая, самая тиражируемая фотография Че Гевары. Вот картинка сделана по этой фотографии. Университет. Вот мы в том месте, где основали Гавану. Вот именно в этом месте росло дерево. Когда это дерево, ну, так сказать, от старости умерло, поставили вот эту колонну, которая символизирует это дерево. За этой колонной сзади находится церковь небольшая. Ну и вот здесь вот каждый год в день открытия Кубы проходит шествие. Люди стоят в очереди, чтобы пройти 3 раза вокруг этой колонны. А напротив у нас самая старая церковь королевская. И наверху флюгер, вон там на башне. Это первая женщина-губернатор, которая была здесь. И считается символом города. И вообще первая скульптура, которая была в Гаване. Ну и здесь находится музей. Куча туристов. Такое туристическое место. Хорошая страна. Котики есть. Да, котики. Здесь в этой часовне 3 картины. Сан-Кристоболь, ну, все такое. Все цветет. Это ведь февраль. Живут же люди. А дерево тут стояло на этом месте, дерево секвойя. Вот маленькое здесь. Тут было большое, именно в тени этого дерева, и основали Кубу. И это колониальный отель, который достраивали. Сначала был 1-й этаж, потом 2-й, и вот уже американцы достроили 3-й этаж. А это площадь оружия. Она так поделена на 4 части, и здесь стоит памятник отцу Кубы. Во время освободительной войны он не поменял своего сына. Сказал, что все кубинцы его сыновья. Была церковь, потом она сгорела, и потом здесь жили губернаторы, 65 губернаторов. А чтобы губернаторские жены хорошо спали во время сиесты, вокруг дворца сделали деревянную мостовую. Вот она до сих пор деревянная. Так вообще губернаторы были целой провинцией. Ходила Флорида, Коста-Рика, Куба и Пуэрто-Рико, что ли. Ну, короче говоря, целая провинция епископов. Потому что здесь жили и ходили епископы. Вот же тут рядом церковь раньше была. А эта улица упирается во Флоридиту. Флоридита — это бар, где придумали дайкири. Ну и, собственно говоря, мохито тоже родом с Кубы.
А это пешеходная улица, называлась Официаль. То есть тут были первые нотариусы, ну и, собственно говоря, все-все-все услуги. Там менялы и прочее. Такая мостовая здесь. И везде стоят пушки англичан, которые тоже хотели завоевать Кубу. А это площадь Сан-Франциско. Тепло у нас тут в Гаване. Это раньше была торговая площадь. Пока францискане не запретили на ней торговать. Красивая площадь Сан-Франциско. А там уже порт, куда заходят круизы. В музей Рома. Типично испанская постройка, внутренние патио, галерейки. Снаружи дом и дом, а внутри вот целый замок. Tomó muchos años descubrir las semillas de la caña como materia prima para crear algo. En 1860, como resultado de un largo proceso creativo, nace el gran crucero cubano. С 18 века на Кубе стали делать ром, потому что был сахарный тростник. Если был сахарный тростник, то нужны были железные дороги. Железная дорога на Кубе появилась спустя неделю, как она появилась в России. То есть одна из первых стран, в которых появились железные дороги. Интересно, настоящая железная дорога. И завод по производству рома. Вот они везут сахарный тростник, чтобы не потерять сахарозу. Краткий ликбез по ромам. Белый ром для коктейлей. Куба Либре только с темным ромом. Король ромов — это 7-летний ром. Вот. А все остальное идут извращения. А вот это вот Гавана Клуб Неон Луксери. То есть специально для определенного типа сигар. То есть бутылка стоит $500, а сигара стоит $94. Вот это так. А это вот прям с золотом там. Вот эти вот буковки золотые. 2700 стоит бутылочка. Так что, пожалуйста. Все секреты выдаю. Запоминайте, читайте, делайте. Но не забывайте, что для этого нужен ром. Гавана. Обычно заканчиваются все экскурсии в таких музеях. Ваше здоровье. Неожиданно в Гаване после рома, после дегустации удаляемся в пешеходные улочки старой Гаваны. Ну, туристический такой вариант, это надо понимать. Но, тем не менее, вот это те самые английские пушки. Господин из Парижа. Местная достопримечательность. Такой был городской сумасшедший. Там была или несчастная любовь, ну, как обычно. Это остатки самого первого на Кубе водопровода. 15 век, между прочим. Из реки отвели сюда такой канал, и сверху была мостовая. А это старый монастырь, который сейчас переоборудовали под гостиницу. Дорогую. Ну вот, видимо, в кельях сейчас номера. Вот так. Старинное здание с внутренним двориком. Вот, а сверху специальные такие конструкции, канавки, бордюрчики, которые собирают дождевую воду. С водой здесь было не очень, поэтому в сезон дождей ее собирали вот так вот туда и вниз. Здесь тоже метисы и мулаты. Вот они какие. И вот такая трехцветочка. А тут мы сейчас на Новой площади. А потом построили еще одну новую площадь. И эта площадь стала старой. Ну, прям как в Москве.
Ну, такая торговая, она так и осталась торговой площадью. Вкратце, мужчина голова, а женщина шея. Вот смысл этого памятника. Сюда по первой улице, которая строила Гавану, надо вторая улица. Улица Меркадores, улица Торговцев. Там мы шли по этой улице, вернулись по второй и идем дальше. На этом месте когда-то были дома, которые разрушились, но вместо них стараются делать вот такие мини-парки, чтобы был свежий воздух. Скверик назван в честь экваторианского художника, не скажу какого. Вот это его самая знаменитая скульптура, которая называется «Человек». Вот, тоже здесь был дом, теперь здесь мини-парк Боливара. А здесь магазин Дюпо. Раньше Котики, музыканты. В Гаване вот такие двери большие, почему-то высокие. Здесь, конечно, все так держат в порядке, поддерживают, потому что здесь ходят туристы. А вот в этом отеле останавливался Хемингуэй. На 5-м этаже он жил, был прям свой номер. Туда он ходил пить дайкири, а туда он ходил пить мохито. Тут как бы не заблудишься. Вот, пожалуйста, сувениры, картины с хорошим прайсом. Котики, ну котики, прям котики. Какие же вы котики. Интересно, а вас можно вывозить отсюда? Обнаружен почтовый ящик. И как-то мысль пришла в голову. А не отправить ли открытку? Это вот здание музея, площадь Кафедрального собора, который тут остался. Собор действующий. Это святой Христофор, покровитель города Гавана. А мы идем вслед за Хемингуэем в ресторанчик Ла Бодегита дель Медио среди улицы, значит. И именно этот ресторанчик считается родиной мохито. Помимо Хемингуэя тут еще этот ресторанчик кто только не посещал. Это знаете, нет? Этот артист. Ну вот, этим обычно и заканчивается посещение мест, где бывал Хемингуэй. Мохито. С родины мохито. Это наскальная живопись. Любители оставить свой автограф в известном месте. Вот чуть-чуть в сторону туристической улицы. И все уже не так. Но все равно красиво. Здесь чуть-чуть другая жизнь. Это кукурузу продают. Машинки. Домики. Короче, Куба — это праздник, который всегда с тобой. Я не знаю, по какому поводу они тут ходят, но вот идут.
прям ностальгия. Путешествовать по местам Хемингуэя очень опасно, но приходится. Пожалуйста, Флорид. Самый популярный бар в мире. Самый популярный бар в мире. Здесь Хемингуэй придумал дайкири. И еще один коктейль, придуманный Хемингуэем. Это какой-то очень странный тур у нас получился. Но надо соответствовать. Так, Кока-такси. Его делают на Кубе. Парк Централь. Хосе Марти посередине. Вокруг отеля. Изобразительное искусство музей. И, соответственно, с этой стороны у нас театр. Большой театр. Против солнца. Извините. В Ване есть бус-туристик двухэтажный. Вот наш гид. Знаком с водителем. Здесь так, да. Остановились, поздоровались. Вот он, Большой театр. Красивый. Там с галереи. Старинный театр. Вот еще раз площадь. А это Капитолий. Построен в 28 году, 1900. И на 1 метр выше, чем Капитолий в Вашингтоне. Внутри самая высокая статуя золотая, Республика Куба. А еще там бриллиант царя Николая Русского, который отмечает 0-й километр Кубы. Вот так тут все перемешалось каким-то образом. Вот у театра такая композиция балетная. Извините. Из песни слов не выкинешь. Вот мы находимся в крепости. Там крепость. На этом берегу, там, где стреляют, в 9 часов. Раньше в 9 часов закрывались ворота. Это залив. Там видно крепость, где мы были на площади оружия. Здесь у нас вот видно Капитолий. Вот ровно прямо напротив это наш отель. Вон там мы были, площадь Революции. Ну и вот там вот отели все. То есть мы видим тут почти всю Гавану. Вот мы в стене крепости. Это бойницы. Как раз прям на залив. Это старая крепость. Здесь неэффективно, хоть на той стороне есть еще крепость, поэтому построили вот эту. Туристическое место, ресторанчики. ¿A la iglesia? No, sí, no era para salvar, sí. Сегодня был долгий день. Поужинали в местном ресторанчике и спать, отдыхать.